Привет! Недавно мне на глаза попались вот такие свечи с бетонным основанием, и я решила попробовать сделать их самостоятельно. Присоединяйтесь и посмотрим, что из этого получится. Я перепробовала кучу разных форм и остановилась на трубах ПВХ, потому что из них свечи получались сразу ровными и гладкими. Первую пробную свечу я заливала в целую трубу, потом было сложно ее достать, трубу пришлось разрезать, и, естественно, свеча сломалась. Тогда я решила, что нужно подготовить трубы для заливки, и сейчас я покажу, как я это сделала. Я отпилила верхнюю часть, так как она все-таки немножко сужается, обработала края наждачной бумагой и разрезала саму трубу вдоль канцелярским ножом. Это был самый сложный и трудоемкий этап во всем процессе. Но все получилось. Потом я склеила разрез скотчем. Внутри трубу промазала растительным маслом, чтобы бетон отходил легче. Горячим пистолетом я приклеила трубу к пластиковой крышке. Для бетонного основания я взяла вот такой пескобетон и развела его водой на глаз. Масса должна получиться достаточно густой. Я переложила бетон в кондитерский мешок и заполнила форму где-то на 1/3. Отстучала бетон, чтобы не образовывалось пустот, и потом добавила еще немного, чтобы получить неровный край. Также, чтобы сама свеча не отламывалась от бетонного основания, я решила добавить скрепляющий элемент и использовала для этого шпажки. У меня не получилось подснять, что именно было внутри трубы, но выглядело это примерно вот так, я нарисовала схему. Форму я оставила застывать примерно вот в таком положении под наклоном на несколько дней, для того, чтобы стык между поверхностями не был ровным. Итак, бетон застыл, и теперь можно переходить к заливке свечей. Я использовала самые обычные свечи из Икеи, нарезала их, достала фитили и растопила на водяной бане. Залила воск в форму, установила фитиль и поставила в холодное место. Ошибка номер раз. От разности температур внутри свечей образовались пустоты, и мне пришлось еще долить туда воска. Вообще воск дает очень сильную усадку, поэтому после застывания лучше всего долить еще небольшой слой для того, чтобы выровнять поверхность. Я оставила заготовки на всю ночь при комнатной температуре, и с утра можно было их доставать. Я разрезала скотч, который скреплял трубу, и аккуратно вытолкнула свечу из формы деревяшкой в горизонтальном положении, чтобы ничего не упало и не разбилось. При помощи наждачки я отшкурила основание, чтобы свеча плотно стояла на поверхности, и слегка зашлифовала место стыка. Ошибка номер 2. Нужно чистить форму от застывшего бетона перед заливкой воска, если не хотите, чтобы в самой свече были кусочки цемента. То, что получилось, я аккуратно соскребла канцелярским ножом, но какие-то куски все-таки остались. Подровняла верхнюю часть свечи. И свеча готова. Я сделала еще темную свечу и белое основание, и для этого я использовала цементную смесь белую. А сам воск покрасила восковым мелком, который просто нашла дома. В целом порядок действий все тот же, только здесь я почистила форму перед заливкой воска. Давайте посмотрим, что получилось.
Спасибо, что досмотрели это видео. Если захотите повторить и изготовить свои свечи, обязательно выкладывайте это в Инстаграм и отмечайте меня, я с удовольствием все посмотрю. Ссылку я оставлю в описании. Всем пока и до встречи в новых видео.